Привет! Сегодня у нас с вами новая рубрика. Ну, я, по крайней мере, попробую, потому что идея у меня это витала в голове несколько дней. И я решила, что, ну, а почему бы и нет. Дело в том, что, кстати, я забыла представиться, меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала. Если вдруг вы на канале в первый раз, дело в том, что в течение недели я, например, человек, который постоянно читает новости какие-то, постоянно что-то исследует. В течение недели проявляются какие-то события с какими-то знаменитостями, и я, естественно, всегда смотрю гороскоп. Нахожу, либо не нахожу, но пытаюсь там что-то подкрутить, посмотреть, потому что мне всегда интересно с точки зрения астрологии, с точки зрения исследований, как же это все происходит. Я решила вот попробовать такую рубрику. Вот хотя бы раз в неделю люди, которые меня удивили, люди, которых гороскоп, я бы хотела вот показать вам на этой неделе. И сегодня у нас будут три известных личности, которых вы все наверняка знаете, и мы с вами посмотрим, что же там у них такого происходит. Первая личность, которую мы с вами будем разбирать, это Эммануэль Макрон. Эммануэль Макрон, как пишут пользователи в интернете, получил леща. Когда он прилетел со своей супругой в какую-то там командировку, до выхода к трапу было видно, как Брижит Макрон ударила его по лицу, то ли хлопнула, то ли ударила, то ли еще что-нибудь. Потом, когда они спускались по трапу, вроде как она даже отказалась его брать за руку. И пошли слухи, что Макроны на грани разлада, у них семья, что у них серьезный конфликт. Сам Макрон прокомментировал, что они просто пошутили. Давайте посмотрим с точки зрения астрологии, шутка это или не шутка, или Макроны действительно разводятся. Для начала хотелось бы сказать, что в целом рукоприкладство в отношениях у Макрона в семье может быть, потому что у нас в седьмом доме брака и партнерства находится Марс в падении. Это такое себе на самом деле указание на то, что может быть какая-то такая история, что где-то кто-то, ну, либо если уж мы говорим, что хорошо пошутили, да, подрались в шутку, но подрались вместе с тем. То есть в любом случае потенциал есть по Марсу в падении ретроградному в седьмом доме гороскопа на это. Плюс в гороскопе брака у нас Сатурн и Марс находятся во взаимном аспекте, и Сатурн у нас управляет первым домом брака и под аспектом Марса. То есть в целом потенциал на какие-то такие вещи есть, на то, что может быть рукоприкладство в отношениях. Кто кого, тут гороскоп, конечно, нам не скажет, кто кого. Хотя все равно тут нету формул такого ярко выраженного абьюза. Сама по себе Луна, как хозяйка седьмого дома гороскопа, ну, в Овне находится, в знаке Марса. Но это не то, что прям терроризм. Скорее, вот да, может быть такое, какая-нибудь бурные итальянские страсти, но не до такого, что один другого избивает на регулярной основе. По периодам тоже, что интересно. Кстати, что вообще интересно, я бы хотела сказать. Идет период Раху, и в гороскопе Макрона, как это видно, что вот у него прям очень сильное желание было к женщине постарше. У него Раху соединен с Сатурном. Сатурн это показатель вот возраста, да, и Сатурн у нас управляет седьмым домом брака, то есть в целом управитель седьмого дома брака уже говорит о том, что у нас, вернее, у Сатурна управляет первым домом брака всей карты, и это уже как бы потенциал на то, что человек может очень сильно, да, хотеть вот именно, во-первых, какого-то конкретного партнера, одержимость по вот этому Раху с Сатурном, а во-вторых, в целом Сатурн это планета возраста, и у Макрона идет период этого Раху, соединенного с Сатурном. В принципе, Сатурн, конечно, у нас управляет еще и 12-м домом гороскопа, поэтому этот период Раху, он может давать и разлуки в браке, и проблемы в браке, и в целом Раху и Сатурн это сложное сочетание. Но то, что касается текущего периода, допустим, у нас сейчас с 9 января 2025 года по 11 июля 2026 года у Сатурна Раху Луна. Луна это в целом период эмоциональный, крайне эмоциональный, когда эмоции могут через край. У человека появляется потребность заботы, либо у человека появляется нежелание вот публичной какой-то деятельности, работы. Можно сказать, даже иногда растаскивает где-то. Но
в целом Луна в основном гороскопе, она может говорить о том, что в этот период у супругов может меняться место жительства, именно что вот в семье могут решаться. Даже, кстати, с этой точки зрения интересно посмотреть, что да, что семья, допустим, может проживать где-то в гостинице, где-то в каких-то казенном каком-то жилье, что-нибудь такое. Ну, вот что-то может решаться, связанное с местом жительства. Больше таких вот каких-то негативных моментов с этой точки зрения мы здесь не видим. И мы видим, что в гороскопе брака Луна хозяйка 6-го дома, да, то есть в целом, конечно, хозяйка 6-го дома вносит какие-то проблемы в отношения, но это долго тянущиеся, то есть эта Луна, она может давать длительный период на какого-то нагнетания, но больше Луны никто не касается, и в целом я бы не сказала, что это прям такая Луна, которая вот подкладывает бомбу, когда, извините, все рушится в один момент. Скорее, может быть, какое-то нагнетание напряжения. Что не скажешь про Марс, кстати, с 11 июля 26 года, который начнется, по 30 июля 27 года. Вот Марс, он напрямую у нас в 7-м доме гороскопа, в падении, ретроградный. Он опять говорит про какие-то переезды, перемещения, но тут, конечно, тоже еще стоит учесть, что Марс выпадает на период, когда будут выборы во Франции, и в любом случае семья должна будет куда-то переехать, поэтому Марс в целом тут про переезды говорит. Что Марс говорит в доме, в гороскопе, который отвечает за брак, здесь Марс у нас как раз-таки управляет таким домом, который тоже может внести кризис в личную жизнь. И если мы посмотрим Чарадашу, то у нас в целом начинается с 21 декабря 2025 года период Овна. А вот в период Овна, что интересно, я не буду тут прям точно по датам, да, вот просто интересно эту ситуацию разобрать. А в период Овна у нас управитель 7-го дома в 8-м доме гороскопа. Венера, хозяйка 7-го дома в 8-м доме гороскопа. То есть какой-то кризис все-таки действительно назревает, но при этом у нас еще управитель 10-го дома статуса дает аспект на 7-й дом гороскопа. То есть какая-то смена статуса в отношениях тоже может быть по такому аспекту. Опять же, какие-то вопросы с недвижимостью решаются в отношениях именно. Может быть, конечно, дележка, но я тут подробно не буду останавливаться, да. То есть на сегодняшний день я бы сказала, что это, конечно, могут какие-то медленно назревающие противоречия, но не окончательный кризис в семье Макронов. Второй человек, который меня удивил на этой неделе, ну, он, конечно, удивлял меня уже давно, но только сейчас я решила посмотреть его гороскоп. И это Илон Маск, который уходит из департамента по эффективности Трампа. Илона Маска, напомню, назначил Трамп на 3 месяца, и он должен был провести там какую-то кардинальную реформу по сокращению дефицита бюджета, по сокращению госаппарата. И уходит Маск с разочарованием, потому что, несмотря на все его усилия по сокращению дефицита госбюджета, был опубликован, по-моему, там план на следующий год, где дефицит госбюджета должен был увеличиться еще больше. То есть Маск уходит разочарованным, что мои такие усилия ни к чему не привели. Все, наверное, знают, что усилия Маска были весьма спорными. И при этом за время, когда Маск вот связался с Трампом, он очень сильно потерял в акциях Теслы, плюс опять недавно запустили там какой-то космический корабль. То есть я, конечно, все тут детально подробности вам не даю, да, мне интересно с точки зрения астрологии, поэтому если вам нужны какие-то подробности, вы, конечно, можете сами посмотреть, но вот само по себе вот это вот период такого неудачного какого-то партнерства. И вот с точки зрения астрологии это действительно период неудачного партнерства для Маска. Я не удивлюсь, что он еще неудачно скооперируется с Дуровым, потому что Маск еще с Дуровым о чем-то на днях договорился. У Маска идет период Раху-Венера. Ну, Раху, вот я бы хотела сказать, что Раху с Марсом, что очень сильно вот так говорит, можно сказать, иносказательно о том, почему Маск так сильно хочет на Марс.
Марс здесь в экзальтации, в знаке своей максимальной силы, с Раху, планетой, которая раздувает все желания. И все-таки, как бы там ни было, но астрология и иносказательно, и прямосказательно, она вообще потрясающие некоторые вещи. И тоже вот как у Макрона Раху с Сатурном, да, мне бы постарше, а у Маска Раху с Марсом, мне бы на Марс. Вот тоже очень такая интересная штука. Но вот идет у Маска с 15 ноября 2023 года Раху-Венера период. И он будет до 15 ноября 26 года длиться. И что мы видим? Ну, вообще, в целом, Венера — это планета денег, планета транспорта и планета партнерства. Поэтому планета роскоши тоже. Венера у Маска с Сатурном находится, то есть это какие-то ограничения в основном гороскопе. Сатурн у нас еще хозяин 8 дома кризисов, но это еще ладно, это еще полбеды. Если мы посмотрим, хотя здесь, кстати, в гороскопе Навамша Венера с Луной в очень хорошем, но Навамша, она еще у нас и про брак, да, про любовь, про брак, поэтому можно сказать, что у Маска сейчас могут быть какие-то сильные там влюбленности, период ухаживаний, когда он там что-то кому-то дарит, таких вещей. Но давайте посмотрим гороскоп, который отвечает за карьеру, потому что в целом это все про карьеру, про то, чем сейчас занимается Маск. И вот у Маска, кстати, что интересно, гороскоп карьеры практически такой же, как у Блиновской Елены. У нее тоже Венера в 10 доме в падении, если я правильно помню. У нее тоже Солнце в 11 доме гороскопа в падении и Луна в 1 доме гороскопа. В D10 именно в гороскопе карьеры. Но Венера, вот эта вот Венера, она напрямую говорит о каких-то публичных потерях и неудачном партнерстве, неудачном сотрудничестве. Тоже под аспектом Сатурна. И Сатурн здесь у нас подпадает под действие вот этой падающей Венеры, как хозяин 2 дома денег. То есть это потери, 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 и они будут продолжаться вплоть до ноября 26 года по этой Венере, репутационные, именно из-за партнерства. Вот Маск вступил в союз с Трампом и потерпел. Маск сейчас вступил в союз с Дуровым. Интересно, кстати, тоже чем это обернется, потому что по факту и Венера же еще планета транспорта у нас. По факту вот и с транспортом проблемы, и с репутацией в карьере проблемы, и с финансами тоже проблемы. Но Солнце я пока рассматривать не буду, потому что это еще очень далеко. Если что-то у Маска будет происходить, то тоже можно посмотреть, что там будет происходить. Думаю, это достаточно. Но просто интересно, как у него, вот и у Лены Блиновской тоже вот эта Венера, это было, когда вот обсуждали, когда вот все эти финансовые вопросы разбирались. И вот Маск тоже был назначен на такую должность, типа вот сократить, потому что Венера в Деве, кстати, она еще про подсчет, посчитать деньги. Но, в общем, посмотрим, как обернется вообще партнерство с Дуровым, потому что на самом деле период Венеры, он может давать неудачное партнерство в данном гороскопе как минимум. И третий человек, который меня удивил дважды на этой неделе, на самом деле тоже давно я об этом думала, это Селена Гомес. Во-первых, все говорят о том, что вот что она в нем нашла, да, почему она вот с Бенни Бланко, что в чем секрет, на самом ли деле у них отношения, либо это все подстановка. Но еще вчера я увидела статью на Forbes о том, что Селена Гомес запустила со своей мамой бизнес, какой-то Wondermind, по-моему, он называется, по психологическому ментальному здоровью. И дело в том, что сейчас Селена Гомес обсуждается как человек, который на самом деле далеко не миллиардер, что типа все ее доходы на самом деле как-то приукрашены, что у нее нет столько денег, сколько считается, что у нее есть, и что вот этот вот проект Wondermind, что не платят зарплату сотрудникам уже 2 месяца, и мама Селены Гомес взяла кредит под залог своего дома для того, чтобы выплатить зарплату этим сотрудникам. И вот тоже с точки зрения астрологии это все очень интересно. Ну, во-первых, давайте про сначала Wondermind разберемся, и тут же сразу будет понятно и с Бенни Бланком тоже. Во-первых, идет период Луны, и он начался вот в ноябре 24 года, этот период Луны. И сейчас вот Луна, по-моему, да, Луна идет. Луна, во-первых, в 10 доме гороскопа. Это, естественно, во-первых, планета мамы, и неудивительно, что партнерство с мамой, да, Луна у нас смотрит на 4 дом, дом мамы.
Это период, конечно, у правителя всего гороскопа, который будет вопросы со здоровьем поднимать, естественно, потому что это Лагнеш. Это период планеты, которая в 10-м доме, в доме статуса. То есть сам человек в этот период хочет быть кем-то, хочет как-то свой статус подправить, хочет каким-то образом вот его сделать, да. Поэтому, конечно, можно подозревать, что с Бенни Бланко это тоже такая история, которая сильно публично демонстрируется, чтобы вот продемонстрировать какой-то статус. Возможно. Но пока что про Луну не про это. Если мы будем говорить про Луну в гороскопе брака, то Луна в гороскопе брака в 6-м доме. Дом долгов, врагов, дом болезней, дом борьбы. И Луна это у нас под аспектом Марса и под аспектом Сатурна. Луна вообще это показатель психики. И в данном случае я бы сказала, что период Луны очень эмоционально тяжелый в первую очередь. И, конечно, этот период Луны вообще не указывает про безоблачную такую какую-то про страсть. Ну, может быть, конечно, страсть это все понятно, но период Луны не указывает на абсолютное счастье, потому что Луна это показатель психики. И здесь уже как будто бы человек должен работать и сосредоточиться. Здесь нет указаний на период какой-то там прям яркой такой истории, когда хочется просто вот наслаждаться, когда человек просто любит беззаботно. Все-таки эта Луна очень сильно побитая Марсом и Сатурном. И с этой точки зрения Сатурн это у нас тоже статус, какие-то ограничения, Марс это какие-то конфликты, скандалы, хотя все равно под аспектом Марса у правителя 1-го дома гороскопа Луна Дара Карака сама по себе может давать партнерство, и партнерство, связанное с работой в том числе. То есть это могут быть, конечно, условно и договорники, потому что Сатурн аспектирует как хозяин 3-го. Но нету Меркурия, скорее это не какая-то хитрость, хотя все равно Сатурн у нас может давать брачные контракты в этом случае и так далее. И все это ладно, но я бы хотела посмотреть на гороскоп D10, который у нас отвечает за карьеру, статус и репутацию. Что у нас в гороскопе D10? В гороскопе D10 у нас Луна соединена с падающим Сатурном, с падающим хозяином 8-го дома гороскопа, ретроградным. И этот период Луны на самом деле очень серьезно может пройтись по репутации Селены Гомес. Какие-то вот очень сложные могут быть истории, и история с тем, что якобы она там не платит зарплату, хотя она учредитель, соучредитель, и история, что у нее там с Бенни Бланко какая-то договорная история, и история уже всплыла о том, что типа Бенни Бланко ей изменил, и она якобы отодвинула свадьбу, отменила, потом вроде как не отменила, но все-таки вот эта вот пошла история какая-то, которая сильно влияет на репутацию. Да, Луна управитель 1-го в 10-м дает какой-то новый статус, но очень сильно этот статус придавлен Сатурном. То есть могут быть какие-то истории, которые ухудшают статус, понижают статус человека, когда человек может чувствовать себя униженным на самом деле. И вот если мы посмотрим, кстати, по поводу странного Бенни Бланко, да, в целом, конечно, у нее запрос на партнера либо заботливого, либо эмоционального, потому что Луна у нас Дара Карака, показатель партнера. Но при этом Сатурн в 7-м доме гороскопа, конечно, это может быть и вынуждено. И вот это вот, кстати, управитель 8-го в 7-м, есть еще история на то, что могут быть в любом случае у человека измены в отношениях, внезапные разрывы отношений по каким-то резким причинам, да, вдруг что-то открывается. Но при этом Сатурн, да, все равно это сложно, может быть, для отношений с точки зрения какой-то дистанции, либо при этом запрос есть на эмоционального партнера, а партнер на самом деле эмоции может мало отдавать по Сатурну. Но опять же, все зависит еще от периода. И Луна у нас тут не такую прям сильную картинку дает, хотя вот в гороскопе Навамша это видно, что что-то все равно не то, тем более, что даже когда они объявили о помолвке, Селена Гомес говорила, что ну мы пока не думаем о дате свадьбы, мы пока не планируем дату свадьбы. И вот если мы посмотрим еще на период Стрелец, который она проживает с 2019 по 2027 год. Стрелец у нас вот максимально странный партнер. Вот мы перевернули гороскоп, Кету в 7-м доме гороскопа,
тайны какие-то, какие-то странные истории. Это все про партнерство. И управитель 7 дома в 8. Тоже, кстати, опять же, про какие-то резкие разрывы отношений, про какие-то резкие перемены в отношениях. Все это вполне себе может быть. Гулика и Манди в 10 доме гороскопа, кстати, тоже и Раху Кету на 10 дом гороскопа. Вот он тоже подпорченный статус. Подпорченный внезапно чем-то. Ну, конечно, это не отменяет того факта, что все равно Селена Гомес будет популярна, а еще более популярна она будет после 27 года. Там вообще какая-то, может быть, очень громкая история. Ну, тоже далеко заглядывать не буду. Моя цель была посмотреть, что происходит у Селены Гомес, почему у нее так вот все сейчас вокруг нее какие-то слухи. И, кстати, вот эта история с изменой, тоже она не на пустом месте. Потому что даже вот это то, что я хотела еще сказать, вот если мы посмотрим Стрелец и Рыбы вот сейчас, что якобы Селена Гомес поругалась с подругой, что якобы Бенни Бланко у него было что-то с подругой. Вот давайте посмотрим Стрелец Рыбы. Я вот переверну здесь и посмотрим. У нас в 3-й дом, дом друзей, попадает Марс, то есть это конфликт с друзьями. И Юпитер, показатель друзей, у нас попадает в 6-й дом гороскопа. При этом в 7-м доме гороскопа он у нас испорчен. И управитель 8-го дома гороскопа стоит вместе с управителем 7-го дома гороскопа. То есть дыма без огня не бывает, скорее всего, что-то было, но, скорее всего, все это улажено и договорено, потому что у Селены Гомес очень сильный запрос на статус, очень сильный запрос на то, чтобы статус у нее был прежде всего чистым, красивым, чтобы он не пострадал. Ну и все, в общем-то, все, что я вам сегодня хотела рассказать. Обязательно напишите или обязательно как-то отметьте то, что вам такой формат понравился. Мне кажется, на таких форматах очень интересно и изучать астрологию тоже, да, на живых примерах, потому что особенно, когда вы начинающий астролог, у вас не так много практики, когда у вас не так много приходит клиентов с запросами, а на таких вот живых примерах очень классно учиться. Ну и это мое видение, может быть у вас, конечно, будет другое видение, оно будет отличаться, но в любом случае я надеюсь, что эти видео будут вам интересными и рубрику мы будем продолжать. Всем пока!